Всех приветствую на своем канале. В прошлой серии я показывала красивейшую горную итальянскую деревню Саурис. И видео вы найдете на моем канале, не буду пересказывать. Наш путь продолжается, и кажется, мы совершили очень большую ошибку. Мы там не покушали и продолжили наш путь по горам. Как-то мы не посчитали нужным там покушать, да и еще не хотелось после плотного завтрака. А тут получается так, что ехать нам еще ого сколько. И нет ни одного ресторанчика, ни одной кафешки, ничего нет по пути, только горы и луга. Вот как-то так. Вот мы остановились около одного ресторана. Не знаю, когда он последний раз работал, но, в общем-то, он закрыт наглухо. Только табличка висит, ресторан и бар. Но вообще не знаем теперь, что нам делать. В принципе, у нас есть там какие-то печенья, что-то такое небольшое для перекуса. Хотелось бы, конечно, уже поесть по-нормальному, но теперь уж как получится. Кто тут у нас? Нет. Я тебя погладить пришла. Это не значит, что вылазить надо. А вон коровки такие. Коровки гуляют. От них такой перезвон. На карте нарисую путь. Дорога шепчет, не свернуть. Вьется она меж скал и лугов. Каждый вираж, как ответ на вопрос. Sulla mappa traccio il mio cammino. La strada sussurra non cambiare il destino. Tra colline e valli si snoda la via. Ogni curva mi racconta una poesia. Кофе зовет аромат впереди. Вечер в Италии, время любви. Каждый момент как подарок судьбы. Высокие горы хранят все мечты. Там дерево валят. Ля, у них там тросы такие стоят. Зачем они спускают? Там спиливают, потом спускают. Ага, там, кстати, рабочие, да, это они вот пилят. Ужас. В таких условиях работать. Они сначала должны всю эту хрень построить, чтобы дрова беречь. Угу. Paesini sui pendii come sogni da ammirare. Il tempo scorre lento senza correre o pensare. Nel cuore custodisco la mia via. Tra le montagne il viaggio continua ogni dì. Кофе зовет аромат впереди. Вечер в Италии, время любви. Каждый момент как подарок судьбы. Высокие горы хранят. Но все равно мы еще на высоте 1200 метров, между прочим. Ух ты, сухое русло реки. Наверное, весной оно полное. Я думала, что это тоже река, но тут походу была не просто река, а тут образовалась каменная осыпь. Выглядит все это немножечко страшно. Смотрите, сколько камней насыпало. Это все спустилось сверху с гор и вот так дом засыпало. Мы увидели что-то похожее на пиццерию, стояло вокруг много машин. Решили заглянуть, удастся ли нам там покушать, потому что мы голодные все еще.
Сделаем маленькую остановочку. Спустились с гор. О, собака по делам пошла. Не беги, не беги. Покушать нам так и не удалось, потому что там была только выпивка и всякие закуски. Но мы решили, что раз мы уже тут почти приехали к какой-то цивилизации, сейчас мы тут в деревушке наверняка найдем какую-нибудь пиццерию, кафешку, что-то покушаем. Мы совсем упустили тот момент, что в Италии ритм жизни совсем не такой, как в других европейских странах. Не нашли мы ни одной открытой пиццерии, ни одной открытой кафешки, где можно было бы покушать. В общем, голодные, под ливнем, еще и немножко сбились с дороги. Paesini sui pendii come sogni da ammirare. Il tempo scorre lento senza correre o pensare. Nel cuore custodisco la mia via. Дело в том, что эти деревушки, они не туристические, и здесь местные жители, они собираются всеми семьями ужинать в ресторанчиках, в пиццериях очень поздно, то есть где-то после 6 точно. И потом сидят там все вместе допоздна. Такой у них уклад жизни, такая у них традиция. Вот, ну, мы как бы не знали этого, поэтому решили, что, может быть, мы проедем вот эти маленькие деревушки, а дальше там мы выходим на дорогу. Ну, в общем-то, это есть уже дорога, которая ведет в сторону Венеции. И по пути там есть деревушки покрупнее. Но не тут-то было, в общем-то, все везде было одинаково. Даже эти покрупнее деревушки, они тоже были не туристическими, и в них тоже было невозможно нигде покушать. Все было закрыто наглухо. Вот, поэтому, немножечко покатавшись, я сказала, что все, я дальше продолжать путь не могу. У нас кое-что есть из запасов, мы останавливаемся и кушаем, потому что есть уже сильно хотелось. Мы достали, слава богу, у нас с собой были печенье, и с собой был какой-то паштет. И мы вот так вот сели, просто печенье с паштетом из банки прямо доставали паштет и кушали. Я просто отказалась дальше куда-либо двигаться, пока я хоть чуть-чуть не поем. Вот. Ну, вода у нас, питье у нас было с собой, конечно, это всегда с собой есть. А вот так, чтобы прям покушать, немножко было сложно. Да, в такие места, если ехать, нужно понимать, в какое время что у них открыто. Это большая разница с туристическими местами, потому что в туристических местах всегда можно найти, где покушать почти, да. В таких местах нет. Вот за этим фургончиком мы встали и сделали маленький такой ланч. Paesini sui pendii come sogni da ammirare. Il tempo scorre lento senza correre o pensare. Nel cuore custodisco la mia via. Tra le montagne il viaggio continua ogni dì. Кофе зовет аромат впереди. Вечер в Италии, время любви. Поделюсь с вами полезной информацией. Если вы хотите посетить горы, но вы боитесь так высоко подниматься, как мы ездили, ну и кроме того, там еще такая дорога, что зимой там еще и цепи нужно использовать, да, наверное, не каждая машина поднимется туда, например, я думаю, что слабенькие автодома точно туда не поднимутся, но вам хочется все-таки как-то в горную местность поехать и увидеть все вот эти красоты, то альтернативой может быть вот эта дорога, которую я вам сейчас показываю. Посмотрите, она абсолютно комфортна, безопасна, удобна, и в то же время справа-слева идут горные хребты, а по левой стороне
Ну, если ехать с севера на юг, да, то по левой стороне будет все время виться река. Летом она, конечно, не очень там наполнена, но, думаю, там весной побольше водички будет. Бесподобная дорога, красивая, безопасная, но в то же время вы находитесь в горах. То есть, если вы хотите ими полюбоваться, но вам страшновато наверх карабкаться, то вот здесь вот эта классная альтернатива. Я сейчас вам покажу даже на карте, где находится это место. Смотрите, мы находились вот здесь. Это Саурис. И от Сауриса мы поехали вот по вот этим козьим тропкам. Это все в горах. Вот чтобы вы понимали, какие это горы. Вот, это вот такие горы. А здесь, наверное, ну, не каждый себя будет комфортно чувствовать, может быть, да? Если вы хотите в горах, но альтернативная дорога, более такая, более широкая, более цивилизованная, то это вот мы с этой горы, когда спустились вот здесь, вот встали на вот эту трассу и вот сюда. Это вот в Гугле она отмечена как СС-51. Это великолепная, красивая дорога. Вот смотрите, она идет вниз, 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 все время вдоль речечки. Да, все время идет вот вдоль речки, вот сюда, вот сюда. И мы доехали вот сюда до Витторио. Мы вот сюда, и тут вот рядом мы заночевали, вот тут. А вообще эта дорога СС-51, ее легко найти, потому что она идет, вот по ней, если так и ехать, приедете в Венецию. Да, то есть ее легко найти. Вот она прямо вверх отсюда идет. Либо в этом направлении туда едете, либо в обратном. Вот покажу вам. По крайней мере, вот этот участок от вот этого озера Санте-Кристо и наверх, вот этот участок, он бесподобно красивый, но при этом дорога не страшная. Вот, для тех, кто побаивается. Ну, а те, кто посмелее, и машина позволяет ехать, да, и не страшно, то, пожалуйста, в принципе, тут вправо-влево дорог много. Выбирайте любую. Я показала вот эту, вот, по которой мы тут ездили. Вот. А вообще, тут, если приглядеться, этих козьих троп тьма тьмущая. Carta validata con successo. Premere per Все, до свидания. Карта валидатор. Разговаривай дальше сама с собой. Красиво, мили. 2,20. Ну, Не Google так. правильно посчитал. Надо. Кстати, по поводу платных дорог, мы заранее забили в Google нашу дорогу, по которой мы будем ехать, и Google абсолютно правильно посчитал стоимость, которую мы будем проезжать. Ровно 2,20 с нас и взяли. Современно. Это просто у него жалюзи такие. Под местный дизайн. Стильно. Там мы заехали. У нас тут деревья лианами заросли. А я откуда знаю? Гондола вон прямо. Слава богу, не наверх. Капец. Они что, еще наверх ездят? Вот парковка. Надо посмотреть. Смотри. Это или это. Тут, по крайней мере, в тенечке есть. Собачки. Это наши апартаменты на следующие 2 ночи. Это раньше, хозяин сказал, что раньше это была церковь. Маленькая церквушка. Вот. А теперь это такая вот маленькая гостиница. Прикольно. Здесь есть маленькая кухня.
Как ты можешь помещалась? Кухонка. Там спальня. Это как, ну, как типа зал. Такое помещение небольшое. И отдельно здесь санузел. Вот такая раковина. Прикольно. Смешно как. Это вот такой столик. Такой вот вид из окна. На виноградник. И там что-то строится, новое какое-то строение. Так. Радио даже в туалете стоит. Прикольно, да? Можно включить радио. А это фен, я так понимаю. Так, ну, тут душевая. Ну, бочка, конечно, клевая. Что это? Дырочка. И чего это? Не совсем понимаю, что это. Да, вот так прикольно. Ну, вот так. Интересно сделано. Люстра. В общем, мы будем спать в бывшей церкви. О, какие крючочки. Огромные. Дверь такая старинная. Что тут у нас? Спальня. Ну, тут тоже маленькое окошко. Шкаф. Вот так это все выглядит. Люстра. Кондиционер даже есть. Ну, такое все оригинально, скажем так. Очень даже оригинально. Все с какими-то такими деталями, элементами. Интересное. О, деревянное. Такое у изголовья кровати из дерева. Вот такие колонны. Угу. А это полочка для телефона, наверное, да? Такая маленькая. И зеркальце. Типа проснулся, посмотрелся на себя. Потому что тумбочек нет. Угу. Там включатель. А это изображение гондолы, я так понимаю. Вот такая шторка интересная. Мне нравятся эти кованые такие штучки. Что не просто сетка какая-то страшненькая, такая кованая, красивая. Интересно. Это типа полочка действительно для телефона. Какие-то старые деревянные колонны такие. Резные. Ну так, все чистенько, красиво. Хозяин очень гостеприимный. Я не снимала на видео, как он нас встретил. Такой клевый дядька, гостеприимный. Он сказал, что у него дядя и вообще его все предки были гондольеры. Правильно я назвала это? Сейчас я вам покажу, что во дворе. Так, тут просто лавочка, типа беседка. Вот у него белье. Здесь гриль. Здесь наша собака идет за мамой. Я снимаю тут просто, что у нас тут где. А вот смотрите, какая. Какая красивая гондола.
Она когда-то была в использовании его дяди, и он ее сохранил. Она у него теперь украшает двор. Красота какая. Я извиняюсь, здесь я не выдержала и выключила звук полностью, потому что, во-первых, его собаки очень шумные, они там за забором, их, по-моему, штуки 3, и они просто не закрывали рот. И, во-вторых, радио играло и музыка. Музыка – это главный враг ютуберов. Ну, посмотрите, как красиво у него оформлен двор. Хочется ходить и бесконечно разглядывать всю эту красоту, которая вокруг. Так любопытно было, так интересно все это было. И необычно очень, знаете, это, по-моему, самые нестандартные апартаменты, которые я когда-либо снимала через Booking, и самые красивые. Начиная от того, что спать мы будем в средневековой церкви, переделанной под апартаменты, заканчивая тем, что во дворе стоит гондола, во дворе стоят какие-то венецианские украшения, ну и там еще, кстати, есть джакузи даже. Feels like this because it feels also there's a lot of people that go out to easily play and already it's that would be so here they in the sit outside is the casual play. Only day you can do this. For the room from you. If you tell me if you read anything like Ford or the things that I didn't check that it should be everything. Besides, but if you read it, wow. Сколько много всяких красивых деталей у него. Просто вообще обалдеть. Что он сказал? Все, что нужно, просить у него, Да, да? если что, там вилки или еще что-нибудь, или это самое для готовки. Ага, все есть как бы. Ну, какая люстра здесь. Здесь очень много красивых всяких деталей, да? Вот хочется ходить и разглядывать все это. Какая красота. Я попросила выключить радио, чтобы не мешало мне снимать. А то потом будет у Ютуба претензии. Какие бархатные ручки. Ну, не бархатные, а мохнатые такие ручечки. Интересно. Все, каждая фигурка такая. Тоже женская фигурка. Надо же. Вот она у него стоит под навесом. Такая сохранилась, такая красота. Какие-то у него вот кусок откуда-то тоже красивой штучки. Все вот в деталях. Шляпа тут висит. Это такая деревянная ручка или что это, наверное. Я плохо разбираюсь в этом. Подсвечники. Вот вторая такая лампа. Такие собачки. Фигурка гондольера. Юра там разгружает уже машину потихонечку. Все собаки лают со всех сторон. И наша, и не наша. Все лают. Так, а здесь будет джакузи. Вечером откроем. Оно закрыто, чтобы туда мусор не падал. Он сказал, что можно поплавать.
Прикольно. Красивый кувшин, а там горы. Там в горах, за этой горой мы как раз таки и ездили. Вон там вот на высоте почти 2000. Там было 1750, по-моему, самое максимальное, где мы были. Здесь большое дерево липы. Она делает классно здесь тенек. И говорит, что с ней очень много сыпется мусора, поэтому закрывает джакузьку, когда не использует. Под липой вон есть столик. Ну, тут вот. Это наша будка, в которой мы будем. Но это не будка, это вообще бывшая церквушка. Кстати, наверху даже крест сохранился, смотрите. Вон наверху крест и колокол маленький. И мы в ней будем ночевать. Это наш мини-домик такой. А вот тот домик следующий, это уже обычное жилье чье-то. Мы вначале туда случайно заехали. Нам сказали, идите нафиг. Вам ниже. Вам на этаж ниже. Вот такой большой стол. У него еще есть несколько комнат, апартаменты наверху. Вот, но они там разные у него. Тоже прикольные, но я выбрала вот эту. Нам она, кстати, больше всего подходит. Тут есть лежанки. Сказал вообще, вот все, что нужно, обращайтесь, все выдам. У меня все есть, сказал. Очень добрый дядька. Очень гостеприимный. Кстати, сказал, что вчера у него впервые было здесь 2 эстонца. Первый раз из такой, говорит, далекой страны сюда заехали. А вы тоже, получается, буквально чуть ли не за ними сразу. Но они уже уехали. Вот такая статуя у нас на входе стоит. Какая-то такая палочка их объединяет. 2 фигуры такие. Ага, 2 рожицы такие. Адам и Ева. Да? Ругаются на своих собачек, что они лают. Красиво. Они просто лают и лают меня. Никак не успокоятся. Тихо, 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 тихо. Ну, как красиво. Юра носит наши вещи. Собаки уже горло разодрали орать на меня. Ты, главное, когда заходишь, пригибайся. Тебе пригибаться в половину просто надо, да, чтобы зайти сюда. Нормально. Нормально. Вот вон какая люстра большая. Слушайте, знаете, что сейчас вам покажу? Увидела. Только сейчас разглядела. Здесь есть, как в Финляндии, гигиенический душик. Он еще и с красивой очень вот этой штукой. Прикиньте. Везде стоят по старинке еще эти биде. А тут прямо цивилизация дошла. Посмотрите, прям туда даже трубы подведены. Гляньте, какая цивилизация. Надо же. Собака нашла свое место. Она нас охраняет на входе. Мы ее отпустили, но намордничек у нее надет. Потому что тут вроде как за забором, но собаки. Она на них не реагирует. Они там лают себе. А она не реагирует. Ей жарко и вообще. Что там на них гавкать и рычать? Да? Ты моя зайка. Ты моя хорошая. Жарко тебе, да? Мы приехали кушать.
Какое-то интересное место нам порекомендовал владелец наших апартаментов. На горе, наверху деревни, короче. А там церквушка. Глядь, туда дорожка идет, церквушка. Прикольно. Дождик? Что-то не чувствую дождика. Знаете, что самое классное здесь было? То, что эта пиццерия была местная, не туристическая. Она была полная местных жителей. Значит, они прям большими семьями действительно собираются по вечерам, все вместе кушают. Так все это здорово, весело. Пицца стоила всего 8 евро. Я была счастлива, что мы наконец-то поели. Кстати, было очень вкусно. Вообще обалденная пицца Не была. хочешь? Ну давай до мосточка дойдем. Давай, иди дела делай. Нет, нет, нет. Да, нельзя. Нет. Луна, Луна, назад. Иди давай, какай. Я не разрешил. У нас утро в апартаментах имени Гондолы. Мы сами себе сделали завтрак. Тут большой стол. Такой красивый вид. Уже стоит жара. Слава богу, мы тут в тенечке. Нам хозяин, походу, принес еще дополнительных полотенец. Нет, это просто сушить поставил сейчас. Да? А он говорил, что если я пойду плюхаться, он принесет еще мне полотенец, типа. Или просто оставил, не знаю. Мы встали позавтракать, спали очень долго, потому что вчера накатались по горам и ушатались. Да? Собака, ты где? Собака тут. Иди сюда. Он там спряталась. Собака вчера гоняла местных собак. Поэтому ходит намордники. Через намордник огурчик. А как же, скажи, я его грызть буду? Ну, все равно говорит. Ну что, будем завтракать? Я уже завтракал. Стрекочат эти, как их называют, цикады. Цикады просто не закрываются. Прикольное место, красивое. Мы опять карабкаемся в горы. Остановились посмотреть, где мы сейчас находимся. Ну, камера показывает 673 метра над уровнем моря. И мы еще едем наверх. Забираемся. Единственное, что по прогнозу так себе погода для путешествий. И мне что-то даже уже прохладно становится. Там вон какая туча черная. Вижу, что народ спускается с гор, но не поднимается. Там деревья. Ну да. Тут какая-то заброшка. Заброшка стоит. Мы поедем туда, на какую-то такую плату. Не знаю, достанет нас вот эта гроза или нет. Черная туча прям. Ужас. И там все черное. И там все черное. Бабулька едет и улыбается. Бабулька едет и улыбается. Она местная, ей пофиг. Она ржет с нас просто. Она не улыбается, Юра. Ей смешно. Дурные туристы. Куда вы претесь? Вот как на ладони все. Красиво, конечно. Да. Но чуть-чуть страшно, потому что за спиной гремит гроза. Не бойся, я с тобой. Да? Ну, поехали дальше. А тут прохладно. У тебя там кофточка есть теплая, если что. Нет. Мы застряли в горах. В дождь. Приехали в горы. На плато такое.
красивое. И сидим уже целый час в машине, потому что был ливень, гроза. Мы не можем никуда поехать. Ничего не видно было. А здесь вот так красиво. Коровки все вон гуляют по полю далеко. Мы на уровне 979 метров над уровнем моря. Холодно. Знаете, плато Пьян ден Консильо считается одним из холодных полюсов Италии. Здесь температура, оказывается, может опускаться зимой аж до минус 30 градусов. Кстати, хозяин наших апартаментов сказал, что в мае здесь Голливуд снимал фильм The Dog Stars, какой-то постапокалиптический триллер. Так что мы побывали в каком-то очень знаменитом месте, но жаль, что своих съемок мы тут не смогли сделать из-за непогоды. Нам пришлось отсюда уехать. В общем, когда этот голливудский фильм выйдет, я обязательно его посмотрю для того, чтобы увидеть это плато, где я проспала просто тупо целый час, закутавшись в кофточку, пока на улице гремел жуткий гром, молнии, и дождь лил просто стеной. Вы не поверите, такой дождяра. Короче, у меня остались хорошие воспоминания об этом месте. Скажем так, настроение у меня упало до нуля. Я уже решила, что все, мы больше ничего сегодня не посмотрим. В планах было еще спуститься к озеру красивому, но я уже поспала, погрустила, уже на все махнула рукой, и мне, в общем-то, было абсолютно все равно, что будет дальше. Ну, нафиг в такую погоду. Справа красивые горы, конечно, но их не видно из-за дождя. Она только так запутается в камнях. Тебе нужно отпустить ее, чтобы она свободно могла выбираться. Давай. Я тебе рекомендую ее отпустить, чтобы она свободно вылезла. Нет. Ну, смотри. Собака чует воду и просто, не может. Не может дождаться, когда ее пустят купаться. Мы переждали ливень в горах, спустились с горы, приехали к озеру. Здесь пляж для собак. Но здесь течение. Собака уже в воде. Водоплавающая. Здесь вода мутная, потому что после ливня с гор спускается вода. Вот такой мутняк. Довольная. Разговаривает. Ой, какая красота. А за пузыриками прыгает. Там. А теперь смотри, сейчас ты за ней поплывешь там. Класс. Здесь вообще очень красиво. Смотрите, как сверху там городочек. Там вон деревья такие, прям на воде стоят. Уточки плавают. Дальше вода чистенькая. Она вот только здесь, где выходит из озера, такая желтенькая. А дальше прям голубая. И вот туда справа от нас, это вот за вот этими вот палатками, начинается уже городской пляж для людей. Вот.
Только что был ливень, но 32 градуса. Покажу себя немножко. А то все снимаю вокруг, а меня нигде нет. Вот сейчас был ливень. Было немножко прохладно. Я одевалась. Ливень прошел. Ну как прохладно? 20 градусов где-то было. Ливень прошел, сейчас опять где-то 32 градуса. Солнце вышло. Где-то в они. Вон, собака плавает. Вокруг горы, короче. Со всех сторон здесь горы. Мы в такой низинке, в которой внизу это озеро. Собака разошлась там, возмущается. Возмущается, что хозяин не плавает. Нет, Луна, копать нельзя. Нет. Там в правилах написано, что перекапывать пляж нельзя. На камень нашла. И с камнем хочет в воду уйти. Нет. Взяла в зубы камень и не отдает. А просто оставь ее в покое. Просто оставь. Она его выплюнет. Она его не проглотит. Все, бросила. Мы хотим привязать собаку, а она рвется к воде, чтобы запустить дрончиком полетать. А она тут сходит с ума. Мокрая и непослушная. Ну, попробуем так. Вот ваш летательный аппарат. Луна, ты туда не идешь. В Италии, куда ни шагни, везде найдется своя легенда. По одной из версий, на месте озера Санта-Кроче когда-то стояла богатая деревня. Люди там жили в достатке, но были невероятно жадными. Они не помогали беднякам и даже не хотели строить церковь. У них была только маленькая часовенка. И вот однажды небеса разозлились. Говорят, что тучи раскрылись, пролились воды, и вся деревня оказалась под толщей озера. Лишь крест той самой часовенки продолжал возвышаться над водой, словно напоминание о том, что жадность наказуема. Интересно, что эта легенда немного перекликается с реальными событиями, которые случились намного позже тех событий, о которых говорится в легенде. В 1930-е годы здесь построили дамбу, и уровень воды поднялся. Часть селения действительно оказалась затопленной. Жители перебрались жить чуть выше, но под водой остались некоторые стены домов и, возможно, какая-то часовенка. Местные уверяют, что тогда крест еще какое-то время торчал из воды. Правда это или нет, теперь уже не узнать. Нигде нет доказательства об этом, но память об этом живет в преданиях. А еще в легендах говорится, что вместе с домами на дне остались и сокровища жителей той самой жадной деревни, которые не успели их забрать. Теперь эти богатства будто бы хранят воды озера. Сегодня же озеро Санта-Кроче известно не только легендами. Благодаря особому расположению здесь очень часто дует ветер. Поэтому это место стало настоящим раем для виндсерферов и других видов водного спорта. Так что если вы любите такой активный отдых, добро пожаловать покататься по святым водам.
Какой красивый мостик. Мы пришли посмотреть на водопад. Вода, которая идет потом в это озеро. Собака тоже смотрит. Луна, иди туда, не трогай меня. Вот как красиво она впадает в это горное озеро. Луна, иди туда, не трогай меня. И собака тоже смотрит. А теперь мы посмотрим на эту сторону. Какой каскад красивый. Собака тоже смотрит. Да, интересно. По-моему, ветеринарка закрыта. У нас с собакой небольшая проблема. Мы ищем ветеринара. Нам в аптеке дали адрес. Собака натерла морду. Собака натерла себе морду этим, как его? У нее такой на морде, не намордник, а такой, чтобы она не тянула сильно. Такая штука. Короче, она так сильно тянула в последнее время, что у нее там внизу, как бы под подбородком, сильное воспаление. Вот. И надо какую-нибудь либо мазь, может быть, даже с антибиотиками, но все по рецепту в Италии, естественно. И мы долго искали, куда обратиться, потому что на карте мы ничего не нашли, по поиску ничего, но нам в аптеке дали адрес ветеринарки. Но у меня есть такое ощущение, что в этой ветеринарке сейчас неприемные часы. Вот сейчас Юра разговаривает там с местным. Нам дали номер телефона. Нам дали номер телефона, по которому мы не смогли дозвониться. Часы работы объясняет, когда открыто. Все выглядит так, что мы не попадем к ветеринару. Черт. В общем, этот дядечка нам сказал, что ничего мы здесь не найдем, поблизости нет ни одной другой ветеринарки. Если нам очень нужно, нам нужно ехать в более крупный населенный пункт. Ну, в общем, у нас случилась незапланированная поездка в Беллуно. Ну, скажем так, мы потратили лишних 3-4 часа на эту поездку, из них 2 часа ожидания приема, потому что у нас не было заказанного времени. Но мы не пожалели, потому что мы увидели на один город больше. Беллуно оказался очень красивым, и весь он такой построен каскадами. В общем, мы остались под впечатлением. Ну, сделали лишний крюк, скажем так, сегодня. Незапланированная такая была эта поездка. Как-то так. На карте нарисую путь. Дорога шепчет, не свернуть. Вьется она меж скал и лугов. Каждый вираж, как ответ на вопрос. Sulla mappa traccio il mio cammino. La strada sussurra non cambiare il destino. Tra colline e valli si snoda la via. Пришлось к врачу заехать, да? Моя зайка. Сейчас нам лекарство принесут. Одно уколят тебе, а второе с собой сказали дать. Я тебе буду колоть. А? Ну, я же ее снимаю. С чего ты взял, что нельзя? Там бумажка висела. А, это остальных нельзя. Наше путешествие сегодня выглядело вот так. То есть мы с места нашей ночевки отправились сразу вверх в горы. И ехали мы до вот этого плато, где я проспала целый час в ливень. Ничего мы там не снимали, ничего толком не посмотрели, переждали целый час ливень и начали спускаться вниз в сторону озера. Пока мы доехали до озера, распогодилось вроде, тут мы плавали, летали.
до тех пор, пока не нашли проблему у собаки. Когда мы нашли проблему у собаки, мы пытались вот здесь найти ветеринара, но тут мы его не обнаружили, и нам пришлось сделать вот такой большой крюк в Белуну. В Белуну мы поехали вот, ну тут, в принципе, рядом ехать. Вот, ну и назад уже возвращались по другой стороне этого озера, более просто быстрая дорога, вот, и возвращались на наше место ночевки. Вот такой вот крюк у нас сегодня получился. Планировался он чуть поменьше, то есть без вот этого, но пришлось туда заехать. Да? Мы планировали вообще вот отсюда потом поехать по вот этой стороне озера назад, чтобы была такая спокойная прогулка. Но прогулка увеличилась примерно на 3-4 часа больше, потому что дорога плюс 2 часа ожидания ветеринарки, и потом мы возвращались уже очень поздно, но это было нужно сделать. Вот такой вот путь мы проделали. Вот тут есть веревочка. У нас свой колокол. Мы уезжаем торжественно. Тихо, тихо. О, сразу даже собаки затихли. Это такой звонок в дверь свой. Юр, давай такой звонок в дверь себе сделаем. Целый колокол на крыше. Сама первая захочешь его выключить. Собаки, вы с нами хотите, да? Вы с нами хотите ехать, да? Там такие маленькие, а голоса столько. Ой, зелень какая красивая. Да, все, уезжаем. Уезжаем. Беседочка. Виноградик растет. Тепло сегодня, но дождик. Дождик. Здесь типа спортивного уголка с гирями, с турником. Ну так все липой заросло, что как тут заниматься, непонятно. Ну вот. Погостили здесь и поедем. Юр уже грузит там машину. И поедем дальше. Красиво здесь. Мне понравилось здесь. Рядом очень много красивых видов. По горам поездили. Озера красивые рядом. Прикольно. Ну и сами апартаменты прикольные, да. То есть это гондола во дворе. Прикольная. Такое место очень интересное. Интересное. Там еще мои сумочки на лесенке стоят. И черешню я себе помыла. О, цапель. И твой телефон там на полочке был. Ну все, потихонечку уже собираемся. И выкатываем.